Вот как нас с детства всех приучили. Надо быть добрым, со всеми дружить, нельзя быть злюкой. Но почему-то при этом никто нам не рассказал, что при этом не надо быть удобным. И таким образом добрые люди по итогу становятся удобными людьми. Добрый человек, он же всегда думает, что все вокруг такие же добрые, как и он. И поэтому он, соответственно, думает, что так, ну надо помочь, как я человеку откажу, ну типа подстраховать, там, одолжить денежку. Такой человек молчит, терпит, соглашается, чтобы не обидеть кого-то, не думая о том, что тот, ради кого он такие жертвы приносит, на самом деле на него вообще клал. Но вместе с этим, разумеется, невозможно постоянно терпеть, то есть это разрушительный процесс, когда ты не даешь своей нервной системе разгрузиться, своим мозгам разгрузиться, появляется раздражение. Дай бог, появляются какие-то подозрения на то, что, как бы, его используют, такого человека доброго. Напрашивается вполне логичный вопрос, а с какого вообще черта так происходит? Типа, почему какие-то люди совершенно спокойно могут сказать, нет, спасибо, я пойду, типа, займусь своими делами, а какие-то люди не могут отказать и идут в итоге помогать. Давайте разбираться, меня зовут Гоша, я практически психолог. Наверное, слышали уже, да, что в Грузии у нас вот авария, и постоянно отключается свет, то есть уже было 2 блэкаута, и сейчас вот тоже свет периодически выключается. Будем надеяться, что хватит зарядки вот этого всего на этот ролик. Поехали. Первое. Почему, собственно, мы становимся удобными? Понятное дело, что мы не выбирали такими быть, так сложилось. Что самое интересное, это не какая-то черта характера, и это не врожденная какая-то история. Чаще всего это психологическая стратегия, которая появляется еще в детстве. Любой карапуз очень быстро понимает определенную вещь, ну, имею в виду ребенок. Взрослые реагируют на его поведение. Если он спокойный, послушный, там, не спорит, не возникает, не орет, в общем говоря, не доставляет каких-то проблем, его хвалят. Но если ребенок начинает возражать, злиться, отстаивать свое мнение, какие-то, например, в подростковом периоде, когда уже идет становление, ребенок сталкивается с критикой. С критикой это в лучшем случае. Там и наказание, и какое-то холодное отношение может быть от родителей в качестве каких-то предупредительных мер, что, кстати, неверно. Всегда нужно все через диалог. Соответственно, мозги делают, так сказать, вывод. Чтобы меня любили, нужно быть удобным. Это, кстати, может сформироваться не только там в детском возрасте, это может быть приобретено и в сознательном, во взрослом возрасте. То есть это такая тема очень индивидуальная. Ну так вот, если это было приобретено в детстве, то во взрослом возрасте она не испаряется, эта стратегия, она остается. Человек продолжает жить так же, как он жил в детстве, хотя родители, по идее, уже никакого влияния не оказывают на человека. Человек уже не подконтролен кому-либо. Он взрослый, относительно, конечно, но свободный человек. Человек соглашается, когда хочет отказаться. Помогает, когда у него самого никаких сил нет. Терпит неуважение, потому что боится, не знаю, нарушить отношения, разрушить отношения. А вот еще одна замечательная вещь, которая очень часто встречается у таких людей, у удобных людей, очень часто просто ни за что извиняются. То есть чувствуют чувство вины просто типа ни за что. Такими людьми легко манипулировать, таких людей легко вогнать в чувство вины. Таким людям легко сформировать комплекс вины в конкретных отношениях. То есть эти люди очень сильно подвержены, так сказать, абьюзивным личностям, как таковым вообще. И вот что еще интересно. Практически все время такой человек думает о чувствах других людей, но о своих вообще даже не задумывается. Со временем человек настолько привыкает ориентироваться на мнение чужих людей, которые к нему как бы отношения не имеют, что перестает понимать, в принципе, что он сам хочет. Я думаю, все мы понимаем прекрасно, что в данном случае доброта — это уже не свобода выбора. Доброта в этом случае, что вполне, кстати говоря, логично, становится как бы способом избежать осуждения и сохранить чужое одобрение, которое как бы, ну нахрен не нужно. Небольшой лайфхак. Перед тем, как автоматически согласиться на какую-то очередную просьбу, мысленно задайте себе вопрос. Если бы этот человек не обиделся, я бы все равно сказал «да». Если ответ «нет», это значит, что сейчас вашим желанием управляет не желание помочь, а страх быть неудобным. Вот с таких вот маленьких моментов начинается выход из вот этой дурацкой привычки. Маленькими шажками, по чуть-чуть. Начинать надо всегда с мелочей. Психика не привыкла. Я из ролика в ролик об этом говорю, что психика, она не приспособлена резко много сильно менять. По чуть-чуть маленькими шажками постепенно добавляйте какие-то задачи или постепенно себя спрашивайте. Самое важное — самонаблюдение. Все начинается с самонаблюдения. Наблюдайте. Как наблюдать? Задавайте себе вопросы. Так, я, по-моему, не замазал эту штучку, да? А хотя как я замажу, света нет. Дальше. Почему добрых людей начинают использовать? Когда человек постепенно, ну или изначально ставит желание чужих выше своих, люди очень быстро к этому адаптируются. Если человек хороший, адекватный, добрый и постоянно пытается помочь, и вот так вот сложилось, что он получился удобным человеком, на шею молниеносно садятся. Сань, займи косарь, ради бога. Саня хороший, адекватный человек. О, Сань, спасибо, а займи 2 косаря. Саня хороший, адекватный, понимающий человек. Саня займет 2 косаря. Сань,
а почем квартира у тебя, брат? Надо понять одну, так сказать, штучку. Большинство людей, они не садятся на шею в смысле, что сейчас я начну его использовать. Все гораздо проще. Если человек никогда не отказывается, если он всегда доступен, если он готов подстроиться и взять чужие проблемы на себя, это становится новой нормой. Как для этого человека, так и для окружающих. Люди перестают воспринимать помощь этого человека как подарок, но при этом они начинают считать ее обязанностью. Более того, когда добрый, понимающий человек, удобный человек начинает внезапно говорить «нет», реакция окружающих вполне понятна. Они либо очень сильно удивляются, либо обижаются. Как-то, вот, мы же как-то жили до этого, что ты был удобный. Дай машину. Разумеется, это не потому, что этот человек поступил плохо. Он просто нарушил привычный сценарий окружающих его людей. Есть такой интересный психологический эффект. Заключается он в следующем, что окружающие относятся к нам так, как мы сами учим их относиться к себе. Каждый раз, когда вы терпите грубость и молчите вместо того, чтобы обозначить границы или отменяете собственные планы ради чужих, вы как бы говорите: «Со мной так можно, пожалуйста». Ну, и наоборот также работает. Когда человек спокойно защищает свое время, силы, свой ресурс, окружающие тоже начинают это воспринимать как норму. Так вот, проблема удобных людей чаще всего не в том, что вокруг них собрались вот исключительно все плохие люди. Проблема в том, что они сами никогда не показывали, где заканчивается их готовность помогать, и начинаются собственные какие-то нужды. Лайфхак. Попробуйте... Я понимаю, что тяжело вылезать из той ямы, которая сформировалась. Тут, понятно, что любой прогресс требует какого-то усилия. Иногда это усилие должно быть, так сказать, ощутимым. Попробуйте раз в день отказываться хотя бы от какой-нибудь одной небольшой просьбы, если тебе действительно неудобно ее выполнять. Если вы не понимаете, когда вам удобно, а когда нет, прислушайтесь к ощущениям, и в случае, если вы согласитесь помочь, насколько вам станет хуже и насколько у вас, скажем, станет меньше сил. Не надо оправдываться, не надо придумывать длинных объяснений, и не надо испытывать чувство вины. Я вас умоляю, не делайте себе беременную голову. Просто спокойно: нет, сегодня не получится. Это один из самых эффективных способов постепенно перестроить отношения окружающих к себе. Дальше. Почему ж так страшно говорить «нет»? Самое интересное, что люди, как правило, боятся не самого отказа. Они боятся, что может произойти что-то там катастрофическое после него. В такие моменты обычно кажется, что человек обязательно разозлится, обидится, отвернется и прочее, перестанет с тобой общаться, начнет хуже к тебе относиться. Хотя в случае, если это действительно произойдет на какой-то банальный отказ, то это на самом деле даже к лучшему может быть. Психика буквально рисует какую-то катастрофу в голове из-за одного какого-то отказа. Что интересно, в реальности этих ситуаций так и не происходит никогда. То есть нет никакой... Это вся излишняя катастрофизация, никому не нужная, не имеющая ничего общего с действительностью. Это, кстати, одна из главных проблем, в принципе, любых неприятных состояний, неприятных установок, стратегий мышления. Мозг постоянно что-то думает, очень часто надумывает какие-то невозможные иллюзорные события в будущем. На самом деле это просто обычная банальная тревога, которая не дает нам нормально сидеть ровно на пятой точке и заставляет заранее избегать любых каких-либо конфликтных ситуаций или предконфликтных ситуаций. Люди готовы пожертвовать своим временем, деньгами, силами, какими-то собственными желаниями, лишь бы не испытать несколько минут чужого недовольства. Хотя, может быть, и не будет никакого недовольства. Откуда вы знаете? Может, человек просто скажет: нет, ничего, я понимаю. Типа, come on, everybody, put your hands up. Короче, смотря какие fabrics, смотря какие details, смотря откуда приходят fabrics. В чем главный парадокс? Каждый раз, когда вы говорите «да», хотя хотели бы сказать «нет», вы... скажем так, очень грубо говоря, предаете себя. Сначала кажется, что это мелочь, но потом вся твоя жизнь становится бесконечным «да» вместо «нет» и абсолютно наплевательским отношением к самому себе. Постепенно появляется раздражение на людей, на каких-то конкретных, может быть, вообще на всех людей. Но тут причина-то гораздо глубже. В итоге вы злитесь не столько на окружающих, сколько на самих себя. Уже промолчали, потому что опять уступили, опять не уделили себе внимания, поставили чужие интересы выше своих. Как раз поэтому многие удобные люди со временем становятся истощенными, силы пропадают, потому что это внутренняя борьба, это внутренние какие-то переживания, которые не необходимы, и более того, у которых нету выхода. Нервная система, я тоже об этом очень часто говорю и на стримах, и, кстати, заходите на стримы, ссылочка в описании я оставлю. Нервная система — это ровно такой же орган, как та же самая печень. Этот орган, просто он растянут на все тело. Поглощение чего-либо, переработка чего-либо и вывод. Невозможно постоянно копить вот эти шлаки, вот эту гадость, это нужно обрабатывать и выводить
руководить. Так вот, удобные люди очень сильно заботятся о комфорте окружающих, других людей, и практически никогда не спрашивают себя, а как сейчас я себя чувствую? В конце концов, елки-палки. Как знаете, это вот здоровый эгоизм. Сначала всегда нужно начинать с себя. Ты начинаешь с себя, строишь себя, улучшаешь себя, заботишься о себе, и только потом ты сможешь помочь другим. Потому что просто элементарная логика. Если ты сначала собой не займешься, себя лучше не сделаешь, с собой не разберешься, ты поможешь гораздо меньшему количеству людей, чем если бы ты сначала занялся собой, а потом помогал бы другим. Ты бы был более здоровым, более устойчивым, было бы больше сил, и большим людям ты бы смог помочь. А так ты себя вот просто на какие-то мелочевые ситуации расходуешь. Когда появляется страх отказать, задайте себе вопрос. Что самое страшное, техника катастрофизации, что самое страшное может произойти, если ты скажешь нет? Метеорит упадет на землю, земля разверзнется, вылезет сатана и скажет: ты сказал нет? После этого спросите себя еще раз. А это действительно случится, если я с этим справлюсь? Может быть, на самом деле дьявол, который из-под земли вылез, он скажет: да и в целом, ладно, пофиг, ты знаешь, я так подумал, ну и бог с ним. Бог. Константин, я иду, дорогой. В большинстве случаев вы поймете, что вы боитесь нереальности. А что самое смешное, собственного воображения. Именно это осознание, постепенное осознание, делает отказ спокойным и естественным. Ну и самая интересная начинается часть. Как перестать быть удобным, но при этом остаться хорошим человеком. Самая большая ошибка — это думать, что есть только две крайности. Либо ты добрый и всем уступаешь, либо ты негодяй. Но есть третий вариант. Здоровые личные границы. Представляете? Как все оказывается просто. Это состояние, в котором вы по-прежнему умеете чувствовать, помогать, заботиться о других. Но делайте это по собственному желанию, а не из страха или каких-то там абстрактных умозаключений. Что у меня с дикцией? Вы понимаете, что чужие эмоции — это естественность другого человека. Если кто-то там расстроится из-за вашего отказа, это абсолютно не значит, что вы поступили неправильно. Невозможно прожить жизнь так, чтобы из-за тебя никто никогда не испытывал негативных эмоций. Вообще, это проблема другого человека. Есть такая мысль, значит, полезно было бы ее запомнить. Если после того, как вы начали уважать себя, кто-то стал хуже к вам относиться, возможно, этот человек ценил не вас, а то, что вы делаете. То есть, может, ну хорошо, очень просто говоря, может, он просто пользовался вами. Настоящие отношения не рушатся из-за слова «нет». Здоровые отношения выдерживают честность, личные границы и взаимное уважение. А вот те отношения, которые держались на ваших каких-то постоянных уступках, молниеносно начинают трещать именно тогда, когда вы просто перестаете быть удобными. Самое интересное, что это не какая-то потеря там абстрактная, а это очень хороший способ увидеть, кто как действительно к тебе относился. Можно очень хорошо подчистить окружение вот токсичных и абьюзивных личностей. А это, в свою очередь, приведет вас к тому, что у вас будет больше внутреннего ресурса. Одни плюсы! Что можно сказать в заключении, мои дорогие, мои хорошие, мои любимые зрители? Быть добрым — это качество. Быть удобным — это привычка. И между ними гигантская разница. Были когда-нибудь в Америке, видели Большой каньон? Какой он широкий. Вот такая разница между ними, как этот каньон, гигантская. Доброта рождается из внутреннего выбора, а удобство из страха потерять чужое одобрение, которое вам нахрен не надо. Учиться говорить «нет» — это не про эгоизм. В первую очередь, это про уважение к себе. Напишите в комментарии, вам тяжело людям отказывать, или вы этой проблемой не страдали никогда? Если, кстати говоря, не страдали, то поделитесь, всегда ли вам было так удобно, всегда ли вы могли спокойно отстаивать свои личные границы, или, может быть, вы приобрели это умение. Расскажите, очень интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, жмите на колокольчик, заходите к нам на стримы, просто сидим, отдыхаем, такая мягкая групповая терапия, кайфуем, балбесничаем там, и ругаемся, и шутки шутим, и смотрим. Сейчас у нас кулинарное лето, и мы выбираем, какое блюдо смотрим, рецепт какого блюда мы смотрим в конкретный вот день. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, видите, все получилось, у меня хватило зарядки, у меня еще полно зарядки, господи. Все, всем пока.